Аливстат продолжает опросы на разную тематику. Подписавшись на наш канал и нажав на колокольчик, вы также сможете принять в них участие. Нам важно ваше мнение. В этот раз мы подняли вопрос о том, насколько необходимо создание Всемирного исламского банка. На фоне заявлений мусульманских лидеров о необходимости основания такой структуры и отказу от доллара в пользу национальных валют, мнение обычных мусульман вызывает большой интерес. Зрителям был задан вопрос, нужен ли мусульманам Всемирный исламский банк. В вопросе приняли участие более 5000 человек. 82% респондентов уверенно ответили «да, нужен», аргументируя свой выбор в комментариях. Конечно, нужен. На свете около 1,5 миллиарда мусульман. У них должен быть свой банк, свои инвестиции, свои проекты и так далее. Нужен. Мусульмане должны быть едины во всем. Обязательно нужен, и чем быстрее, тем лучше. По мнению некоторых респондентов, такой банк мог бы покрывать растущие финансовые потребности всего исламского мира. Если бы открыли, то банк мог бы помочь развиваться мусульманским странам. Однако 6% респондентов уверены, что Всемирный исламский банк не нужен. 11% участников не смогли ответить однозначно, но многие подчеркнули, что в случае создания Всемирного исламского банка структура должна работать независимо. Однозначно нужен и не подконтрольный никаким правительством. Возвращение займов и пополнение должно производиться не под контролем избранных, а по законам ислама. Никакие реформы государств и бездумных правителей не смогли бы грабить и делать нищими мусульман граждан этих стран. В исламском банкинге существуют свои правила. Они согласуются с религиозными канонами ислама. Например, нельзя взимать судные проценты и оперировать средствами, полученными от индустрии низменных удовольствий, к примеру, от производства и потребления алкоголя и табака. А альтернативой процентному кредиту считают основанное на доверии партнерство. Участники финансового рынка отмечают, что халяльная система менее восприимчива к кризисам. Кроме этого, полностью функционирующий в обществе такой институт закята идеальным образом решает проблему компромисса между эффективностью и равенством, над решением которой экономисты бьются не первый век. Речь идет о мероприятиях, направленных на то, чтобы финансово успешные люди вносили больший вклад в поддержку общества. Эти меры направлены на помощь бедным слоям населения. Закят, являясь предписанием Всевышнего Аллаха, а не выдуманным ограниченной группой людей налогом, который вознаграждает и наказывает за него, в том числе обещает приумножить имущество. Это подтверждается и хадисом пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Клянусь, что садака не уменьшает богатство раба Аллаха. Дорогие зрители, решит ли проблему мусульман создание исламских банков? Напишите свое мнение в комментариях.